Ну что, друзья, готовы к блэкаутам? А я готов. Вот это вот power-станция All Powers S1500. На 1 киловатт мощная, вернее, емкость 1 киловатт-час, а мощность 1,5 киловатта. То есть не путайте эти понятия. И вы знаете, настолько прикольная штука. Да еще у меня здесь, знаете, что есть? У меня есть вот такая вот панелька солнечная. Вот она стоит. Обязательно сейчас рассмотрим. Это солнечная панелька на 200 ватт, потому что может заряжаться как от солнечной панели, так и от сети, так и от автомобилочки тут через определенные входы. Короче, ребят, очень крутая штука. И если вы готовы к блэкаутам, то поехали! Без паники. Да, мы без света. Мы без света. Сейчас будем как раз в камерах аккумуляторы пока работают. Мы как раз сейчас ее включаем. У нас 4 свинки Пеппы. Сейчас все буду показывать. Темно, ребят, терпим. Так, мы включаем первую розеточку. Сейчас станет светлее, терпим. Так, она завелась. Один свет появился уже, конечно же. Сейчас появится второй свет. Мы работаем в режиме блэкаута. Дают второй свет. Мы включились, да, внешнего большой свет мы еще не подключили через него, но работать мы вполне можем. Гипотетически это, конечно, красиво. На текущий момент моя студия потребляет 368 ватт. Да, вот у нас, сейчас я покажу для вас, специально снимаю для вас, и в таком режиме для вас я мог бы сейчас снимать еще 2 часа 21 минуту, то есть, ну, вы видите, да, то есть 364 ватта, мои 2 светильника, мои 2 камеры, мой рекордер звука, спокойненько я работал бы. Но это все гипотетическая ситуация, давайте же обозревать саму станцию. Но вы увидели, да, гипотетическую ситуацию, как мы из нее выйдем. Давайте теперь рассмотрим нашу power-станцию. Мы сейчас, перед тем, как перейдем на сайт производителя и посмотрим, сколько она стоит, мы обязательно посмотрим ее интерфейсы. А уже потом мы с вами будем ее тестировать. Дайте мне вот эту вот камеру, отсоединяю ее, давай ее сюда. Для начала хочется сказать, что в этой power-станции есть 4 свинки Пеппочки. Вот таких вот, смотрите, 4 свинки Пеппы на 1,5 киловатта. То есть, видите, у нас вот 1,5 киловатта. У нас есть вот такой вот крутой индикатор, который показывает время оставшееся и показывает, что у нас сейчас включено. Есть кнопка AC, есть кнопка DC. Кнопка AC включает блок розеток. Кнопка DC у нас включает блок вот этой раздачи. Это DC-панель. Есть 2 светодиодных осветителя, в принципе, которые практически ничего не едят, потому что, смотрите, при такой нагрузочке оно даже у нас практически ничего не показывает. То есть меняется, конечно, там на 100 часов, ну, само собой, 430 часов ничего тут не отработает. Это мы все понимаем. У нас также есть здесь автомобильная розеточка 12 вольт. Есть у нас вот такой вот вход. Это, в принципе, для автомобильной зарядки. А это у нас MC4, да, то есть это у нас EC4 или MC4, не помню. А это у нас коннектор для вот такой вот панельки. Панельку мы сейчас рассмотрим с вами отдельно. Заряжается это все с помощью зарядника на 300 ватт. То есть у нас, смотрите, то есть у нас есть 30 вольт, 10 ампер, 300 ватт. Мы можем ее сейчас включить. Включите, пожалуйста, ее в розетку. То есть зарядка происходит вот таким вот образом. Мы включили. Конечно, сейчас она у нас практически заряжена. У нас появился красный индикатор. И она сейчас принимается, ну там 100 ватт, 171 она догонит. Вы сейчас вообще видите процесс заряда. Я снимал в проходке его, этот процесс заряда. 280 ватт, 290 до 300 ватт. Она отлично берет. Вообще никаких проблем у нас с этим не возникает. Также есть заветная кнопка Bluetooth. Ну, Bluetooth мы сейчас включим, потом я вам покажу, как с этим управляться. То есть я чуть позже покажу приложение. Пошли теперь к солнечной панели. Солнечная панель. Ага, Лен, иди поможешь мне. Сейчас расскажу весь прикол этой панели. Сама по себе солнечная панель. Держи. На вот таких вот водонепроницаемых коннекторах. Вот, пожалуйста, вот такие вот коннекторы. Она должна быть закольцована. В чем прелесть панели? Вы можете их объединять
между собой, то есть сделать параллельное подключение панели к панели. То есть вы можете их определенное количество подключать, и у вас будет много этих панелей. Это будет уже не 200 Вт, это будет намного больше. Я использую вот такой вот переходник. Он изначально в этой power-станции не идет, но коннектится вот в этот, пожалуйста, вот вход. Вообще насчет power-панели у нас есть вот такие вот классные крепления, то есть это такие, мы их назвали пауки, не знаю почему. То есть это очень крепкие, вообще панель очень гибкая, она изначально флексовая, то есть ее можно крепить как угодно крепить, и она спокойно до 200 Вт в хороший солнечный день выдает. Вы сейчас видите, мы на улице, мы ее подключили. Да, сейчас не совсем солнечный день, есть некоторые тучки, и мы получаем с вами до там 170 Вт вообще беспроблемно. 165, 167, в пике мы видели 196, а панель действительно работает. То есть вы можете опять же смотреть, как она у нас флексится, как она у нас гнется, то есть с этим вообще вопросов нет. То есть панель действительно рабочая и панель классная. То есть вы можете ее в разных вариантах куда-то закрепить, вы можете ее закрепить на какое-то авто, но об этом мы еще поговорим. Мы видим All Powers S1500. Это значит, что у нас 1500 Вт мощность. Стоит она сейчас в скидке 500 евро. Ребят, 500 евро. Ну, вообще актуальную цену можете посмотреть. Если для жителей Украины, можете заказать через NP Shopping. Мы заказывали ее именно через него в Европе. Вообще ссылки на проверенных продавцов разместил в описании под видео. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры. Теперь по описанию. 1092 ватта емкость, это 295 200 мА. Инвертор чистой синусоидальной волны мощностью 1500 Вт с пиковым перенапряжением в 3 кВт. Ребята, 3000 Вт. Я могу сюда врубить, я не знаю, котел, могу включить холодильник, могу все что угодно включить. Максимально 400, быстрая зарядка за 2-3 часа. Через солнечную станцию мы можем зарядить максимально 400 Вт, то есть 2 панели поставить и тоже заряжать. Вход переменного тока 300 Вт, плюс вход USB-C Power Delivery 100 Вт. 11 выходов для нескольких устройств, 6 способов зарядки. Переменный ток, USB-C, переменный ток плюс USB-C, солнечная батарея, авто, солнечная батарея плюс USB-C. USB-C, короче, ребят, она может у нас заряжаться от всего чего угодно. Вот, пожалуйста, варианты использования. Конечно же, на природе мы уже показывали вам, как я использовал компании этой Power-станцию на природе. У нас уже был опыт использования этой компании. Сейчас мы посмотрим тип аккумулятора. То есть очень прикольная штука на самом деле. Ее можно использовать в кемпинге, на рыболовле, в путешествиях, для вечеринок. Допустим, куда-то вы выехали с колонкой, когда у вас пропадает свет, очень огромное количество различных моментов. Ну и, конечно же, прикольно, что у нас есть 6 способов зарядки от всего чего угодно. Видите, 2 солнечных панели можно подсоединить параллельно. Светодиодное аварийное освещение. По приложению Bluetooth мы сейчас с вами поговорим. Здесь у нас литий-ионная батарея. Что у нас тут еще есть? Ну, в принципе, тут все остальное. Спецификации будем смотреть. А ну, сейчас пойдем на спецификацию. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, увидели, что увидели. Все, в принципе, тут... да, еще по вариантам защиты. Защита от высокой температуры, защита от низкой температуры, от переразряда, то есть глубокий разряд она не уйдет, от перезаряда, от перегрузки, от короткого замыкания. Короче, ребята, очень классная тема, поэтому мне очень-очень нравится. Здесь, в принципе, все, но хочется показать вам еще панель. Панель, конкретно эта модель, которую я покупал себе, стоит она там 219 евро на текущий момент. Это All Powers SF200, 200-ваттная. В спецификации особо мы ничего не увидим. В описании можем увидеть, что это гибкая конструкция для адаптации к различным поверхностям. Изгиб может быть 250 градусов. Это монокристаллическая солнечная панель с весом очень-очень низким на самом-то деле. И у нас... здесь вот видите, здесь даже красиво так показано, как они ее устанавливают. Смотрите. То есть есть различные крепежи, можно через вот эту штуку к балкону, через вот эти липучки, через какие-то моменты, допустим, через крючки и все остальное. То есть можно заряжать. Можно, смотрите,
крепить к кемпингу, можно сгибать монокристаллы. Она водонепроницаемая, это немаловажный вопрос. MC4 IP67 коннектор. И здесь рассказаны варианты, как можно ее подключить. Также можно здесь также можно подключить две панельки в параллели, и можно, видите, здесь расписано, параллельно и последовательно подключать. То есть вы можете это все делать на свое усмотрение. То есть вы можете этих панелей вообще нафигачить и через инвертор себе на дом нафигачить их 200-ваттных этих панелей. Очень классная тема. Короче, с этим мы поняли. А теперь сама панелька. Дайте мне тестеры. Хочу тестеры. И возьми камеру, пожалуйста. Сейчас мы рассмотрим. Мы, во-первых, ее потестируем. У меня так много всего. Сейчас мне их пальцы скидывают чуть-чуть. Для начала мы подключим ее к моему Bluetooth приложению. То есть к Bluetooth. Нажимаем через Bluetooth подключиться. Следующий шаг. У нас есть AP-S1500V2.0. Давайте подключаем. Вот она у нас. Видите, как управляется. Можно включать-выключать различные модули. Видите, она включилась, выключилась. Можно также выбирать 50-60 Гц и включать-выключать LED-огоньки. Самое простое, можно просто мониторить, что у нас сейчас поступает и что она отдает, и насколько времени хватит. Мы отключим ее от зарядки, конечно же, и попробуем сейчас потестировать, что у нас дает там Type-C по протоколам, и посмотрим, что у нас дает потом она на мощность. Давайте по автодетекту. Она приближай. Так, Power Delivery 100 Вт. Вот этот вот Type-C, он 100 ваттный. Очень приятная штука. Есть у нас 5 вольт 22 ампера. Quick Charge здесь нет. Quick Charge, скорее всего, на Type-C может быть. Ой, на Type-A может быть. Сейчас увидим. Ну, Type-C мы видим с вами. 100 ватточка. С этим хорошо. Давайте на Type-A посмотрим. Давайте в In. Где тут у нас Type-C In? Давайте смотрим Type-C In на Type-A. Здесь у нас BC1.2. Quick Charge нет. Вот это плохо, конечно. Вот это плохо. 5 вольт 2,4 ампера получается. У нас 5 вольт 1,5, 5 вольт 2,4. Ну, есть как есть. Quick Charge нет. Есть Power Delivery на 100 ватт. То есть во всех наших моментах, во всех розетках. Сейчас смотрим. Quick Charge пройдет. Примерно одинаковая ситуация. Примерно одинаковая ситуация, да. Да, у нас одинаково везде. Мы посмотрели с вами протоколы, сейчас поставили камеру на место, и мы подключим. То есть мы тестировали, конечно, знаете, хочу проверить, дай мне, пожалуйста, датчик. Сейчас мы попробуем максимальное подключение. Мне нужно пиковое значение еще проверить. То есть, само собой, мы ее тестировали и знаем, сколько она и как потребляет. То есть, очень классная тема. Ну, я сейчас это даже на телефон засниму. То есть у меня есть датчик, мне нужно понимать, что он может сейчас дать нам в пике. Давайте дадим. Воу, 954. Вот он работает на первом режиме, это 1 киловатт. То есть я и хотел проверить, он 1 киловатт спокойно вытягивает. 1 киловатт датчик проработает у нас ровно час. Мы к этому были готовы, мы знаем, что и как работает. То есть отлично. Но если мы дадим, допустим, она до 3 рассчитана киловатт, мы даем двойку и смотрим, что у нас в пике. 1.4, 1.700, перегруз пошел. Все, ну дело в том, что здесь эта штука, она до 2 киловатт. Скажу вам сразу, пиково до 3 киловатт, может быть, он и потянет, но 1.7 это максимальное, что я увидел. 1.7 это то, что я увидел. Сейчас попробуем другой вариант. То есть мы сейчас с вами рубанем двойку и потом единичку. Двойка и единичка. 1.7. 1.7 это то, что он у нас на тестах реально вытягивает. Но на единичке он киловатт запросто тянет. Я должен был вам это показать. То есть вот эту штуку я использую часто для тестов. Очень полезная. Тянет он киловатт на единице. Это 2-киловаттный вот такой вот у нас потребитель, скажем так, тока. Очень удобная штука. То есть я могу включать, выключать, использовать. Ну, дальше. На самом деле, ребят, особенно в паре с
допустим, со своей солнечной панелью я могу себе обеспечить. Ну, давайте мы сейчас с вами вот примерно рассчитаем, как это происходит. 1 киловатт емкость. Это значит, что сумма ваших потребителей на 1 киловатт будет работать ровно 1 час. Если, допустим, ваш холодильник потребляет 150 ватт до 200, то это будет сколько? 5 часов до 200 ватт. Если вы добавите сюда пару лампочек диодных, и это будет, допустим, еще там 50 ватт в сумме, это вся квартира у вас, считайте. У меня, например, вся квартира по диодным лампочкам 50 ватт. То это вот будет 4 часа. Поверьте, 4 часа уж что-то решится. А если нет, допустим, днем у меня есть солнечная панель, а если вы хотите чего-то помощнее, то, конечно же, есть и 2, и 3 киловаттные пауэр-станции. Ссылки тоже покидаю в описании под видео. Но это очень крутая штука для того, чтобы обеспечить вам бесперебойную подачу, либо поехать куда-то за город, либо еще что-то. Поэтому я ее рекомендую. Очень классная тема. All Powers хорошие штуки делает. И с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.